Вы когда-нибудь выстраивали идеальный карьерный план на 5 лет вперед? Расписывали по месяцам курсы, нетворкинг, повышение, смена работы, а потом все пошло не так. И вы чувствовали себя идиотом, потому что «ну как же так? Я же все продумал». Поздравляю, вы не идиот. Вы просто делали то, чему нас учили 20 лет. А сейчас я скажу любопытную вещь. Готовы? Долгосрочные карьерные планы — это чаще всего ловушка. И они убивают ваш успех быстрее, чем прокрастинация. Меня зовут Лео. Сегодня мы разберем правила агрессивной интуиции. И я докажу вам, почему лучшая карьера — это та, которую вы не планировали. Нас с детства учат: поставь цель, разбей на шаги, иди по плану. Звучит разумно. Только вот не задача. Исследование университета МcGill 2019 года. Среди тех, кто составлял жесткие пятилетние карьерные планы, только 6% остались в рамках исходного плана через 3 года. Остальные 94% либо сменили направление, либо выгорели, либо зарабатывают меньше, чем те, кто вообще не планировал. Странно, правда? Но это не значит, что планирование бесполезно. Это значит, что мир слишком хаотичен для линейных карт. Ваш мозг не создан для долгосрочного планирования в нестабильной среде. Эволюционно мы отлично охотились на мамонта сегодня, а не строили корпорации через 7 лет. Но есть один психологический сдвиг, который разделяет тех, кто застрял, и тех, кто взлетает. И он называется серендипность. Не пугайтесь умного слова. Серендипность — это способность замечать ценное в случайном. Это когда вы шли за хлебом, а нашли золото. Но не потому, что повезло, а потому, что вы умеете отличать золото от мусора. Вот вам история. Некий офисный сотрудник, назовем его Дима, работал бухгалтером. Нудно, стабильно, скучно. У него был план — через 2 года стать старшим бухгалтером, через 5 — финдиректором в средней компании. И он строго ему следовал. Но однажды в лифте он случайно разговорился с парнем из IT-отдела. Тот жаловался, что никто в компании не понимает, как считать юнит-экономику их мобильного приложения. Дима не планировал этим заниматься. Но он заинтересовался. Почитал вечером, помог парню. Через месяц его заметил SEO-менеджер. Через 6 месяцев Дима уже руководил аналитикой продукта. А через год его зарплата выросла в 3 раза. Что сделал Дима? Он не следовал плану. Он использовал случайную возможность. Сейчас вы, возможно, подумаете: ну, это просто удача. И будете неправы. Исследование Стэнфорда 2021 года показало: люди с высокой интуитивной гибкостью, способностью быстро переоценивать неожиданную информацию, в 3,7 раза чаще получают неожиданные повышения, чем те, кто жестко придерживается графика. Почему? Потому что они не тратят энергию на борьбу с реальностью. Они плывут по течению, но с веслом. Вот тут-то и начинается самое интересное. Потому что до сих пор мы говорили о том, чего делать не надо. Не надо строить жесткие планы на 3 года. Не надо игнорировать случайности. Не надо делать вид, что вы управляете хаосом. Но остается главный вопрос. А что делать-то? Если я не планирую, я что, просто плыву по течению? Сижу в позе лотоса и жду, пока успех сам упадет в голову? Это звучит как рецепт для дивана, а не для карьеры. И вот здесь большинство блогеров скажут что-то вроде «просто доверяй своей интуиции, бро». Красиво, вдохновляюще, абсолютно бесполезно. Потому что интуиция без системы — это как машина без руля. Она может завести вас туда, где хорошо, а может в кювет с чувством вины. Поэтому я предлагаю другое. Знакомьтесь, правило агрессивной интуиции. Звучит как оксюморон, правда? Агрессия и интуиция обычно в разных углах ринга стоят. Но именно в этом стыке магия. Что это на самом деле? Агрессивная интуиция — это не делай, что хочешь. Это парадоксальный метод. Вы сознательно отказываетесь от долгосрочного плана, но при этом крайне активно действуете в краткосрочном горизонте. Давайте разверну эту мысль. Обычный человек живет в 2 режимах.
Первый. Я планирую, сидит, рисует таблички, прокрастинирует под видом стратегии. Второй. Я делаю. Бежит, но без карты, поэтому часто натыкается на стены. Агрессивная интуиция — это третий режим. Вы не планируете на годы вперед, но вы агрессивно любопытны прямо сейчас. Вы не ждете идеального момента, но вы моментально тестируете любую гипотезу, которая кажется хоть чуть-чуть живой. Проще говоря, вы заменяете один толстый план на сотню маленьких быстрых экспериментов. И вот почему это работает. Я сейчас скажу страшную для перфекционистов вещь. Мир не награждает тех, кто правильно спланировал. Мир награждает тех, кто быстро заметил, что план сломался, и еще быстрее сменил направление. А теперь, внимание, это ключевой момент. Когда вы действуете без жесткого плана, ваша интуиция начинает работать на полную мощность. Почему? Потому что вы снимаете с нее груз ожиданий. Вы перестаете спрашивать, а соответствует ли этот шаг моей 5-летней стратегии? И начинаете спрашивать, чувствуется ли это правильным прямо сейчас. И вот тут случается магия. Ваш мозг, который раньше тратил 80% энергии на удержание вас в рамках плана, вдруг высвобождает эту энергию на то, на что он реально годен, на распознавание возможностей в реальном времени. Это как если бы вы всю жизнь шли по навигатору с забитым маршрутом, а потом вдруг подняли голову и увидели, что вокруг сотни тропинок, которых на карте нет. Поэтому агрессивная интуиция — это не пассивное ожидание. Это охотничья интуиция. Вы не сидите в засаде. Вы быстро идете, нюхаете воздух, поворачиваете голову на каждый шорох и меняете траекторию за секунды. И знаете, что самое смешное? Когда вы так делаете, вы выглядите со стороны как бессистемный, хаотичный человек. А на деле вы просто не тратите энергию на поддержание иллюзии контроля. Вы оставляете ее для того, что реально работает. Вот чего большинство людей не понимают. Интуиция становится агрессивной только тогда, когда вы перестаете ее душить планами. А теперь внимание, потому что дальше я расскажу, как именно это выглядит в цифрах и реальных историях, и почему один человек без плана часто обгоняет 10 с идеальными табличками. Звучит как хаос, а вы посмотрите на математику. Представьте, что у вас есть 100 возможностей в год. При жестком плане вы замечаете только те, которые совпадают с вашим маршрутом. Это в среднем 5-10 шансов. При агрессивной интуиции вы настроены замечать любые возможности, которые двигают вас вперед, даже если они ведут в сторону. Это 40-60 шансов. Разница в 6 раз. И это не магия, это психология внимания. Есть блестящая аналогия. Вы не можете спланировать маршрут в густом тумане, но вы можете сделать 3 вещи. Первое — идти быстро и внимательно. Второе — ощупывать пространство. Третье — менять направление, когда чувствуете под ногами твердую почву. Большинство людей в тумане стоят на месте и рисуют карту. Почему же мы так любим планы, даже когда они нам вредят? Потому что план дает иллюзию контроля, а мозг ненавидит неопределенность. Исследования показывают, неопределенность активирует те же зоны, что и физическая боль. Поэтому вместо того, чтобы действовать, мы планируем еще больше. Это называется подготовительная прокрастинация, когда вы делаете вид, что работаете, составляя таблички и графики. Но есть вторая, более глубокая причина. План убивает интуитивное распознавание паттернов. Когда у вас в голове жесткая схема шаг А, далее шаг Б, вы перестаете замечать неожиданные связи. Ваш мозг отключает боковое зрение. А гениальность, между прочим, это и есть способность соединять несоединимое. Ученые из Northwestern University выяснили, люди, которые регулярно меняют сферы интересов и работы, в 2,5 раза чаще выдают нестандартные решения, чем специалисты с планом. Хорошо. А теперь без воды. Как внедрить правила агрессивной интуиции уже завтра? Шаг 1. Отмените долгосрочный план, но поставьте компас. Не через 5 лет стать директором, а я хочу решать сложные задачи с людьми и цифрами. Это компас. Он не говорит вам дорогу, но показывает направление. Шаг 2. Правило 3 касаний в день.
Каждый день вы совершаете 3 маленьких неожиданных действия. Написать человеку, который интересен, посмотреть вакансию не по профилю, пойти на ивент, где вы никого не знаете, без ожидания результата. Это тренирует мышцу серендипности. Шаг 3. Еженедельная ретроспектива «Что меня удивило?». Не что я сделал по плану, а какие неожиданные сигналы я получил. Один из них может стоить года планирования. Шаг 4. Тест «Сожалею или нет?». Перед любым нестандартным действием спросите, о чем я больше пожалею через год? Что сделал или что не попробовал? 90% страхов фейковые. Зная это, действуйте. Шаг 5. Разрешите себе бросать. Если что-то перестало приносить энергию и возможности, бросайте без чувства вины. Закон Парето в карьере. 20% действий дают 80% результатов. План вам мешает это увидеть. Интуиция помогает. Знаете, кто самые несчастные люди в карьере? Не те, у кого нет плана, а те, кто до последнего держится за старый план, когда мир уже изменился. Прямо сейчас вы можете сделать одну вещь. Возьмите свой долгосрочный план на 3 года и напишите сверху фломастером «Предположение», а не истина. А потом сегодня же сделайте один маленький шаг, который вы не планировали. Напишите тому, кому боялись написать. Запишитесь на что-то новое, просто чтобы разбудить агрессивную интуицию. Потому что успех — это не пункт назначения, это способность видеть алмазы в придорожной пыли. С вами был Лео. Не планируйте слишком далеко. И да пребудет с вами серендипность. Подпишись, если хочешь добиваться большего с меньшими усилиями. До связи.